В предыдущей серии Ясне удается сбежать из укрытия и отправиться к Кондору. Ясна находит транспортер с ранеными, который не доехал до Кондора. Похоже, Рохитра ожидает помощь, которая никогда не прибудет. Ясна возвращается к Рохитре, который ее уже не помнит. Однако ей снова удается его убедить. Она сообщает ему, что за ним никто не придет. Потрясенный Рохитра провоцирует Облако на бой. Рохитра вместе с Ясной сражаются с Облаком с помощью силового поля и пушек. Несмотря на первоначальный успех, Облаку удается пробиться сквозь поле. Выжившие спасаются в поврежденной летающей тарелке. Hold on, was it? He's not here. Rохитра, he took his men to the ship. They're inside now. You had rather a Они hard уже landing. внутри. How do you know all this? Well, I heard him talking to them. To you. Didn't he notice I wasn't responding? Yes, he did. He said he'd be back. Попасть на борт Кондора. Так, надо выбираться с этой планеты. If he expected me to wait here, he's sorely mistaken. Ну, может, надо все-таки подождать его здесь? Ясно. It's to be expected that we'll lose communications as soon as you enter the cargo bay. А, вот он, Кондор. Wow. It's impressive. The Condor? Yes. It looked majestic in the pictures. In real life, too. I think I know where Rохitра is. Indeed. You'll have to establish a connection using one of the devices on the ship. I'm sure you'll find one in the command bridge. I'll find that radio. No worries. Слушайте, огромная ракета. Кондор. Циклоп ходит. So that's their marvel of military. А, это вот с помощью которого Рохитра-то и пытается, Rохitра wastes no думает, time. уничтожить Is it Облако. attacking already? For now, he's only released the Cyclops, as they call it. The hell is he thinking? It's floating majestically, 3 meters above the ground. Ah, what does it look like? Must admit that I haven't seen any pictures of the Cyclops. The Alliance tried to keep its existence a secret. It's big. Bigger than a transporter. Its launchers are hidden for now. But for some reason, it gives off such an unsettling impression. Does it make any sounds? No. It's big and quiet. Well, if only we could get hold of its blueprints. This is hardly the time, Astrogator. Yes, another time. I need to focus on finding Rохitra, suppress his warlike tendencies. Without spirit. Without glory. Glory? I'm thinking out loud. This cruiser of theirs seems so powerful. Worthy of the mightiest space conquerors. Давайте тут Yet сейчас on this все planet, all осмотрю that awaited сперва. its crew was death. Not glory. Ну, знаете, у меня пока двоякое чувство, я даже не знаю. То есть, если выбирать между тем, чтобы просто улететь отсюда, и второй вариант — это сражаться с Облаком. Ну, с одной стороны, да, улететь. Ну, то есть, как бы в реальности, если бы это все было, то я бы, конечно, выбрал вариант улететь отсюда. Но мне интересно посмотреть на сражение с Облаком. То есть Циклопа он выпустил. Какой будет финал? Вот, победим мы или не победим? Вот это мне любопытно. Если бы в реальности, повторюсь, это все было, конечно бы я улетел отсюда. Зачем рисковать собственной жизнью? Новик меня на орбите ждет. Членов своей команды Содружества я нашел, эвакуировал. То есть все, меня тут ничего особо не держит. Ясно, я имею в виду. Ну вот меня, как того, кто проходит эту игру, любопытно, что будет, если это сражение состоится. What is that, Astrogator?
Headquarters were right about the Invincible. It's actually flying here. If I'm reading the message correctly, they'll be here in a few days. They're looking for the missing Condor. And they have no idea of the danger. In other words, it solves the mystery of why they're coming here. They're on a rescue mission. And we were treating them like enemies. Я даже не знаю, вот что выбрать, правда. Наверное, все-таки, если у меня будет выбор, я выберу сражаться с облаком. Потому что, ну, если улететь, ну, все понятно, концовка она такая. Я улетаю и все. А вот если будет выбор сражаться, вот это интересно, кто победит. I'm entering the cargo hold. Wish me luck, Astrogator. Кондор. Добраться до мостика. А что со светом? Связи не будет. Почему свет выключился? Рохитру, я думаю, найду. Ух ты, тут смотрите, какие эти вот стоят, ну, которые силовые поля делают. Ой, да тут мне ходить и бродить долго. Кругом лишь смерть. Мертвые машины. Высота какая. Так, ну вот, наверное, мне надо в лифт и туда наверх. Но любопытно тут походить. Смотреть. Вот это что за рычаг? А, это лифт, это я на лифте поеду, да? Туда наверх. Не знаю, давайте что, осмотримся еще тут. Не знаю, найду я тут что-нибудь. Ну вот тут по периметру стоят вот эти вот силовые установки. Робот. Rохitра, where are you? If you're saying something, use the intercom. A small button to the right of the floor section. Yes, that one. Exactly. Couldn't you have woken me up? Oh, I can hear you now. Honestly, I prefer not to. Ready? Yasna? What for exactly? Oh, I thought we settled this. We will destroy the cloud. If you have doubts, then I'll manage on my own. I'm ready. Great. Давайте, я выбрал вот такой вариант. Ну, And I'm sending the elevator to the upper deck. а там был обходной путь, видели? Ну, можно было подняться. If I had any other choice. I won't get to the bridge right away. All the elevators in the intersection go there. Uh-huh. So let me know when you transfer. I hope everything's clear. Over and out. Ну, как бы у меня, видите, вариант либо встать на сторону Рохитры и сражаться с облаком, либо как-то против его воли пытаться тут что-то как-то... Wait. Hey. Yasna, I have to take care of everything here. Is this something important? I don't know how long you've been on the ship. Have you checked the condition of the crew? The equipment? My door and Wisconsin safe. Everyone else is dead. What did you expect? Equipment? Come on. Over and out. I still have to transfer. Мне все еще нужен другой лифт. Неактивный лифт.
Ну вот там был этот рычаг. Вот это был, наверное, лифт. На нем можно было подняться. Ну, здесь как бы в игре несколько концовок. Я где-то читал, что их тут 11. Представляете? Любопытно, конечно, но это можно в интернете посмотреть все концовки этой игры. Чем самому перепроходить это все. Так, вот, сюда могу выйти. It must be the medical wing. Surprisingly, everything's still running. Was Rохитра here? Был ли здесь Рохитра, не знаю. Бумажка. Так, стимулятор, процедура использования, ну, руководство. Походим, посмотрим, может что-нибудь найдем. Повторная заявка на разрешение работы над личными проектами. Какой-то прибор работает. Ну, это туалет. Так, дальше темно. Задом пойдем. А, все, тупик. Кислородные баллоны вдоль стены, блок Д. Туда вон ход, слушайте, тут огромное пространство. Вот эта дверь, смотрите, не до конца. Стеленак сокольный. За каютой экипажа. А как вот туда дверь не до конца, видите? Нельзя пройти. Так, здесь тоже какая-нибудь записка? Нет. Ну это каюты членов экипажа. Так, ну там темнота, это тоже, наверное, тупик. Это у нас что? Лобби. Тоже, вот видите, не до конца открывается. Душ. Someone tried to eat soap. Кто-то пытался есть мыло. Зачем? Так, не перепутать бы лобби. Биолапа. Биолаборатория. О, трупы. Блин, я заблужусь. Профессор Азимов. Пациент был найден за пределами базы. Блин, я заблужусь тут, елки-палки. По-моему, уже заблудился. Ну так, назад мне потом надо будет идти. Блок H. Это что такое? Криокапсула, что ли? Нет, какие-то устройства. О, какая красота. Я на самой высоте этого корабля. Пустые шприцы. Rохitра must have given them something to calm them down, as he did in a hideout. Там, наверное, люди. There should be more drugs around here somewhere.
Здесь должны быть еще препараты, говорит. По-моему, это криокапсулы, там внутри... Да, вон, видите, вон линдер. А здесь кто? Здесь никого, свободное. Тело в камере искусственного сна. He couldn't get out. Poor bastard. Так, она сказала, что где-то должны быть еще препараты. То есть мне препараты искать? А, вот, нашел. This soporific could be useful, although I prefer not to have to use it. Вот, видите, тут все идет к тому, что я могу пойти против Рохитры. Вот видите, она снотворное взяла. То есть, наверное, есть вариант такой, что я ликвидирую Рохитру, вот с помощью, может быть, этого снотворного, и мы не сражаемся с облаком, а мы просто улетаем отсюда. То есть я как бы могу вместе с Рохитрой быть, а могу быть против него. И вот это снотворное, видите, я взял. А здесь не просто так. Короче, там вот будет развязка, наверное. Драться с облаком вместе с Рохитрой или все-таки его вот усыпить, что ли, я не знаю. И улететь. Такая будет развязка. Медицинская заметка. С пистолетом. Умер. Not everything everywhere. Не все, что-то не везде. Для нас. Вот что здесь написано. Не все и не везде для нас. На английском. Проверка зрения. Такая таблица. Так, что здесь? Еще бумажка. Защита от мушек. Химические средства. Вопрос. Можно назначить экипажу прием ганг. Действует медленно. They considered even the most absurd forms of protection against a cloud. And I don't blame them. Так, я еще не был. А, я отсюда только могу выйти, да? Согласно последнему отчету, зафиксирован один пациент с невосприимчивостью к мушкам. Потери памяти не утратил. Говоря простым языком, мушкам он не интересен. Судя по всему, во время первого контакта с облаком он впал в естественное состояние шока, вероятно из-за сильного стресса, что привело к временному замедлению его мозговой активности. Вероятно, облако решило, что его мозг нейтрализован и не представляет опасности. Однако это всего лишь гипотеза. Нужны данные. Is that why the flies didn't wipe out all of my memory? Because I fell into a natural stupor. Makes some sense, I guess. Вот почему. Ясне. Мозги не промыли. Мозг Азимы функционирует на уровне мозга новорожденного. Может ли повторная стимуляция мозга восстановить сознание? Ну, тут такие медицинские заметки. Защита от мушек, электрический камуфляж. Вопрос. Стертый мозг показывает значительное снижение электрической активности. Судя по всему, мушки больше не проявляют интерес к пострадавшим. Вывод. Необходимо замаскировать активность здорового мозга. Шапка-невидимка. Вопрос. Металлическая сетка для волос. Не на ком проводить испытаний. Без испытаний это не более чем прототип. Ну это вот защита от этого облака. Они искали. Устройство посылает в мозг точечный магнитный импульс. Рост гипотезы позволит повторное восстановление памяти, однако невозможно. So apparently there's hope. We can... No. Wait. The memories won't come back.
So much for the hope. Память-то не вернется, да. Так, ну, вроде бы я тут все осмотрел, эти записки. Ну, это все дополнительная информация, но выбор-то надо делать. Деремся мы с облаком или нет? Или нейтрализуем Рохитру и улетаем? Я вот, кстати, заблудился. Откуда я пришел? Блок Б. Где я был, где не был. Все, я потерялся. По-моему, я здесь заходил. А, да, я здесь зашел. Лобби. А, ну все, я тут все осмотрел. Правильно ведь? В лаборатории А я был. Туда я ходил, да? Да, там трупы. Все, короче, я тут все осмотрел. Ну, плохо, что тут как бы нет сохранялки. То есть процесс-то сразу сам сохраняется. Чтобы я потом мог переиграть. Здесь такого вот. То есть сейчас как оно пойдет, так оно и пойдет. Я потом переиграть не смогу. Это мне надо заранее сохранять. Так, что делать-то мне? Мне надо лифт искать, я что-то тут хожу-брожу. Неактивный лифт. А мне нужен активный. Может, мне надо вниз спускаться? Мет 0,5. Тут я был. А где я не был? А вон дверка. Подождите, я уже заблудился. Так, здесь я был. Вон буква Л нарисована. Там я не был. Так, а это открывается? Нет. Вот буква Л. А, так это лифт. Я на нем приехал. Слушайте, все. Где-то я что-то пропускаю. Я здесь приехал. Вот там медицинская 0,5. Ага, что делать-то? Как? Что-то где-то я пропускаю. Там в медицинской лаборатории, может, что-то я не нашел. Неактивный лифт. Так, наверное, давайте я паузу нажму, потому что я сейчас буду тут ходить, бродить. Я не знаю. Опять пойду в медицинскую лабораторию. Может, где-то что-то я пропустил. Так, а здесь я был. А, вот надо было мне в центральный зайти. I'm here. I transferred. You checked out Spliskus and Lendor. How nice of you. How did you know? It doesn't take a genius to figure out why it took you so long. Plus, I have the camera feed. Waiting for you on the bridge. Over and out. Вот у меня, видите, снотворное есть. То есть сейчас будет выбор. Сражаемся, или я с этим снотворным Рохитру усыпляю. Вон он. Ready to activate. Spherical thrower. Anti-protons. Oh, it'll be hell. Force field interference. Rохитра! Here. Блин, не знаю, ребятки. Мне бы, конечно, посмотреть обе концовки, и ту, и другую. Как мы улетаем. Ну, хотя, как мы улетаем-то неинтересно. Просто мы улетаем, и все. А вот битва с облаком, это любопытно. Давайте, наверное, я выберу битву с облаком. Потому что эта концовка более или менее мне понятна. Я этим снотворным усыпляю Рохитру, завожу самолет, вертолет, эту ракету, и мы улетаем. Ну, я думаю, так. А вот если драться, вот это... How? Sit down and you'll see. Probes are already in the air.
I do have visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Yasna. It's about to start. I can't wait any longer. Расскажите подробнее. But why, Rохитра? What for? I'm aware that I may lose communications. The Cyclops won't stop fighting, but I'll lose visuals. You understand? That's not what I asked. Yasna, make a decision. Here and now. Делай решение. Come on. How's Я it в gonna деле, be? все. All right. Have it your way. Вот такой выбор. Let's destroy them. Now we're talking. Управляйте зондами, чтобы помочь в сражении. Вот такой выбор. А был второй выбор, что нет, и ну что там будет, я не знаю. Я выбор сражаться с облаком. What am I looking at? It'll be number 5, a long-range one. It sees the entire perimeter. Better switch to a closer one. Переключиться, сменить зону. There's the Cyclops. Great. Force field activation. I confirm. Field active. Поле задействовано. The cloud's within reach. I'm shooting. Стреляет. Я просто как бы наблюдаю. Да, вон облако над силовым полем и луч. То есть он стреляет. И что это дает? Ну, мне думается, что непобедимое облако. Не знаю, циклоп работает. 5-я камера. The close range is dead. Ближний зонд не No отвечает. The wonder. field is shrinking. Boiling over there. Calm down, Yasna. It will hold. О, смотрите как. Облако прям нас всего облепило. Ой, он разлетелось. Видели? Oh, beautiful. Победили? It's not a machine, it's the devil himself. Циклоп работает. А вот снова волна пошла. Циклоп стреляй. Ух ты! I'm losing connection. Какая-то Do you see черная. anything? Черная They're фиговина. creating a tight formation. A cyclone. Fucking shit! Все, силовой барьер рухнул. Или нет? That can't be good, right? 5-я камера не работает. Что произошло? What was that? You tell me. Can't you see anything? Probes, Yasna. What are they showing? The Третья не mid-range is работает. dead. How about the long range? The long range works. The cloud has stopped attacking. The Cyclops is... Huh? What is it doing? Он что, по What нам did you see? стреляет? Yasna! The cloud won. What? You said... Don't count on the Cyclops Он что, по anymore. нам стрелял, циклоп? Circuits must have gone haywire. Он позбивал зонды. Shot down the probes. Now it's probably operating with a new goal. Like all those machines earlier. I don't understand. Против нас обратился. This is pure madness. Hey, at least we still have the Invincible. Don't mock me. I'm not mocking you, Rохitra. They really are flying here. They'll be here in about... Just hold on for a moment. I'll find out. Воспользуйтесь, чтобы связаться с Новиком. Облако победило. Блин. Видите? Да, но мы живы. Так, радиостанция где? А где радиостанция? Но мы пока живы.
это надо мне вот это точечку, да, вот сюда, вот в эту точечку. Кондор, are you there? This is the commander of the IC Dragonfly unit, Astrogator Novik. I'm here, Astrogator. Unfortunately, I don't have good news. The Cyclops got out of control. What do you mean? Just like the other machines. Now, it'll wander around aimlessly. Or even worse. I had a feeling it would end like this. Do you know what Rохitra is planning now? I have no idea. Well, then I need to talk to him. You, sir? Yes. Can you switch me somehow? Okay. I'm switching you to the bridge. He should be able to hear you now. Done. Please talk. Hello, Condor. This is Astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all these? Rохitra, engineer Rохitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak, which I guess makes me commander. Who would have thought? In that case, I'm making an official request to join our forces, to prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree, officially, and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. I'd even say that your crew is working on it pretty damn actively. We stopped playing defense and took the fight to them. The Cloud suffered significant losses. As a counterattack, though, it disrupted our communications. Playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Doctor, not now, please. No, it's true. Fighting against the Cloud is exceptionally difficult. But any opponent can be defeated. All it takes is the right tool. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity whose technological prowess is still unknown. And it has so far destabilized every machine sent its way. Even the most specialized ones. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. You still haven't answered me, Rохитра. Please, just tell me straight. Включается What do you want? датчики какие-то. I'm arming the charges. Arming what? Explosives, cluster munitions? Hydrogen. What? Rохitra? Are you serious? Damn right. I won't leave all this unresolved. How many warheads do you have? 54. From 30 kilos to 100 megatons. Oh, that's quite an arsenal. Over the top, I'd say. We really do have enough power. That's an understatement, Doctor. An amount of energy could rip the planet to pieces. I'm not an idiot. I won't send everything at once. I'm preparing 8 smaller warheads to start with. And then? We'll see. Are you sure this is a good idea, Rохitra? Listen, Yassna, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the Alliance who wants to use nukes. But put yourself in my shoes. I have 24 hours tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now based on my best judgment. I don't know what will happen later. Where will I wake up? In what condition? So I'm going to avenge my people before that happens and ensure the safety of those who survived. They all deserve better than this. I know you understand. You're like me. You would do anything for your crew. I understand, yes. Although it's hard to talk about revenge here. We are dealing with creation. Ну, я продолжаю гнуть свою линию. То есть, Dead evolution. видимо, есть еще сейчас вариант помешать Рохитре и улететь. Но мне все-таки интересно победить. Exactly. Like Xerxes. That's why I would consider this problem in the category of neutralization, not vengeance. After all, nothing guarantees the flies will stay on Regis 3 if they continue to evolve. Wait a minute, Doctor. Even if they were to master space navigation, wouldn't it take hundreds of thousands of years? Millions of years, even, considering the evolutionary timeline.
However, they could threaten humanity much sooner by sheer chance. Not a chance I'm willing to take. Ну да, угроза для человечества If we все-таки factor in есть. sheer chance, we might as well get killed by a meteor. No, Novik. It's not a meteor or an ocean or a storm. They don't hunt or degrade or cripple you mentally. You, Rохitra, are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget, Rохitra. Still, I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Yasna, what do you think? У этих машин нет к нам осознанной враждебности. Они враги, даже если сами этого не понимают. Ну вот я бы первый вариант выбрал. Ну не знаю, ребят, все-таки, наверное, второй. Выбрал бы первый, но мне все-таки хочется одолеть их. Все равно они представляют угрозу. Разумно, неразумно. Just like that. Yes. Please remember what we've learned. Before the machines came to Regis 3, this planet was teeming with life. Before the cloud wiped out all its competition. Здесь была жизнь. Динозавры ходили. What species are you talking about? Dr. Ясна found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. Well, they certainly competed with the local fauna. We've seen fish that evolved to sense electromagnetic fields. And underground, I found fossils of lizard-like reptiles. Some of them must have been predatory. Well, I find it hard to believe that any prehistoric reptiles would possess our level of technology, not to mention an arsenal. They wouldn't have. But there were other machines here as well. Other machines? I don't buy it. It's like some robot fables. No, Rachel, these are no fables. We have gathered evidence for us. How did these machines even get here? Who built them? Our cyberneticist had a hypothesis before he lost consciousness. About the Lyrans. Yes, that one. Lyrans. It does ring a bell. Isn't there a book about them? The Cranian's monograph. According to his notes, before the explosion of Zeta Lyra, the sixth planet of the system was inhabited by intelligent beings. Let's say their scout ship landed here and that a disaster occurred. Some kind of reactor explosion, chain reaction. Suffice to say, the wreckage that landed on Regis 3 had no living beings on board. Only the machine survived. And then what? They started bashing in each other's tin heads? Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotions. They don't argue. First things first. Millions of years ago, some highly advanced sent machines to Regis 3, and these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves, or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by a local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. What is the guiding principle of a homeostat?
to survive. Apparently the machines pose a threat to one another. They use the same source of energy to function. A common, finite resource. Okay, but why did some flies survive this? Not something bigger, better. The way I see it, they were better. The best. In necro-evolution, the bots that used up the fewest resources won. So they miniaturized, or became sedentary. The former process gave rise to the cloud. The latter started this bizarre genre of metal structures, resembling vegetation, which formed the city. And they're still growing? No. They lost the fight for survival, and now they're just rusting remnants. Only one form survived. The flying microbots that conquered all land areas. Остались мушки. So these flies were just the best adapted. To the conditions of this planet? Yes, that's how it works. So, to summarize, some alien race sent advanced robots to Regis 3. Local dinosaur-like monsters tried to eat them, so the robots produced other robots, which produced more and more robots, until they fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources, they spat out the murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it simply... For me, the matter is perfectly clear. It makes no sense to bomb these creatures. I'll even say it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? But that's the thing. I don't. It's invincible. Ясна, do you agree? Опять выбор за мной. Так сражаться или не сражаться, блин? Нет, нужно сражаться до победы. Шанс на победу есть, но крайне малый. Ну, блин, все-таки мне хочется посражаться. Конечно, если выбрать так, то мы сейчас уговорим и улетим, блин. Но мне хочется посражаться. What are you saying, Doctor? After a sufficiently powerful explosion, the ocean waters will begin to vaporize. Cloud cover will increase. The albedo will rise. And the resident symbionts won't be able to provide the minimum energy needed for reproduction. So yes, we can destroy the cloud. Ha! I knew it! Along with ourselves. Oh. You don't think we can defeat them and survive? Technically, we'd have to wipe out the entire planet. That's not our goal here, is it? No, it's not. So, you think there's no point trying with smaller charges? Блин, опять выбор за мной. Запускать, не запускать мелкие заряды. Попытка, не пытка. Не нужно атаковать. Ладно, я не знаю, ребят. То и то хочется посмотреть. Какие варианты? Подождать непобедимый и эвакуироваться. Давайте подождем. Эвакуироваться — это конец игры. That is one solution. Although I was hoping you'd come back to Dragonfly. Back home. Let's drop it, alright? Further discussion is pointless. The charges are almost ready. Rохitra, for fuck's sake, be reasonable! You won't stand down, will you? An escalatory solution won't work. Will only needlessly draw the cloud's attention. And I won't have you endanger my subordinates. Блин, вот такой вариант. Oh, good one. I wasn't the one who sent her to the Все-таки пойдем против Рохитры. Yes, I admit. We've all made mistakes. Place too much trust in her. Blasters and sensors and... Rохitra, over. He won't answer you, sir. Not anymore. Ясно пошла против. Did you neutralize him? I put him to sleep. It's cruel, I know. He will forget everything. All over again. No, Yassna, you did the right thing. He wasn't listening to reason. Would have blown everything up. Мы бы разнесли всю планету. Most likely along with the both of you. You actually saved his life. Так, либо улетаем, либо ждем непобедимого. I hope the Invincible's crew thinks the same. The Invincible? Are you saying that... Yes, I'm staying on Regis 3. Yassna. You should fly away, Astrogator. Warn everyone from the Commonwealth. And I'll warn those who come here. So, Общаться с Новиком. all we can do now is
Yes, indeed, Doctor. Yasna, it was truly an honor. I'm having a hard time finding the right words. I know I couldn't keep my mouth shut. Sometimes. But that doesn't change the fact that I'm extremely grateful to you. You could have flown away so many times, yet you stayed with me until the end. Thank you. You shouldn't thank me. It was my bounden duty as commander. My only regret is that I couldn't do more. And that some decisions... Please don't blame yourself anymore. There's no point. Now Koval, Krauter and Gorski need you. Understood? Yes, Mom. Have a safe journey, Novik. Thank you, Yasna. And... see you soon. Over and out. Вот она концовочка. Ну, первый вариант, то, что Ясно улетает, это понятно. То есть там, да, можно улететь, ну, наверное, спустился бы, раз, улетел, и все, конец. А вот дождаться корабль, вот это что дальше? Давайте смотрим. Непобедимый летит. Связаться с непобедимым. Searching for me. Oh, they could slow it down a little. Hello, Invincible? It's Koндor here. Condo, we hear you. I confirm. We picked up your coordinates yesterday with a message from a member of the Interplanetary Commonwealth. Invincible, I confirm. This is Dr. Yasna, the IC member. Dr. Yasna, nice to meet you. My name is Roa. Is it your message that we received? Yes. In that case, I'd like a confirmation. Are the rest of the crew still unconscious? Hey, you. I confirm. You. What Очнувшись. have you done? А вот и конец. А что дальше-то было? Какая-то странная концовка, ребят. Нет, это правда, что-то странная концовочка. Пропустить. Так, а все, ребят, это концовка. Да, вот такая вот странная концовка. Ну, повторюсь, концовок много. Вот давайте посмотрим, загрузить игру. Воспользуйтесь, чтобы связаться с Новиком. Может быть, можно переиграть. Давайте посмотрим. К полному изумлению Рохитры облако побеждает Циклопа. Так, вот, ребятки. Связаться с Новиком. Видите, можно переиграть. И посмотреть на другие концовки. Первая концовка — это вот то, что я сейчас прошел. Сами видели, что произошло. Вот. Посмотрим другие концовки. Но так как это видео уже большое, давайте сделаю я еще одну серию. И посмотрим другие варианты концовок. Вот. Пока первая концовка такая, что я дождался непобедимого, ну, он на меня выставил пистолет Рохитра, ну и вот такая концовка. Что было дальше, непонятно. Посмотрим другие концовки, но в следующий раз.